Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС освободиться от энергоносителей из России. По словам фон дер Ляйен, ЕС должен приложить все усилия для снижения стоимости энергии. Кроме того, необходимо сделать упор на возобновляемые и атомные источники. Далее цитата. «Мы должны делать акцент на возобновляемых источниках, потому что они создают рабочие места в Европе. Но также, что не менее важно, это делает нас независимыми, в особенности от российских ископаемых источников энергии», отметила она. Александр, простите, пожалуйста, госпожа Урсула не противоречит ли себе в данных выражениях? Прокомментируйте, пожалуйста. И здравствуйте, и поговорим, да, о том, как Урсула фон дер Ляйен немножко повторяется. С другой стороны, ну а как ей не повторяться? Вот выбрали ее заново главой Еврокомиссии, представила она своих новых еврокомиссаров и параллельно с этим всякое рассказала, пообещала, в том числе в области энергетики. И вот то, что сейчас озвучил Максим, это по сути... Но это, по сути, повторение тезисов из ее вот этой речи к общественности, к законодателям, ко всем тем, кто вообще хотел ее слушать, в том числе, ну, по крайней мере, та часть речи, которая касается энергетики. Да, действительно, она и тогда, и сейчас говорит о том, что нужно увеличивать долю возобновляемых источников энергии, но атомная генерация тоже тут присутствует. Почему она это говорит? Потому что в начале февраля 2022 года Евросоюз, ну, по сути, после непродолжительной, но очень ожесточенной борьбы, признал, что, оказывается, понимаете, атомная энергетика не способствует выбросу СО2 в атмосферу. Это потрясающее открытие было сделано юристами в Европейском Союзе, и к концу 2022 года законодатели в Евросоюзе подтвердили это открытие своим высочайшими своими подписями под соответствующими документами. Поэтому с начала 2023 года полностью реабилитированной можно считать атомную энергетику и столь же желанной в зеленом будущем, как и возобновляемую энергетику. Поэтому теперь во всех речах, когда нужно подчеркнуть вот это вот будущее, говорится о том, что европейскими чиновниками говорится о том, что возобновляемые источники энергии, атомная генерация, вот это все, мы будем туда стремиться, а-ля улю, гони гусей. Далее, сокращение цен в данном случае не вступает в противоречие по той простой причине, что это как бы отдельный тезис. Он вроде как связывается с ростом доли возобновляемой генерации, но на самом деле это ответ скорее на те события, которые наблюдаются с середины 2021 года на территории Европейского Союза, то есть когда стали расти цены на электрическую энергию, по сути даже с июня 2021 года стали резко расти цены на электрическую энергию, там забавно получилось, ну, если со стороны смотреть забавно, так-то изнутри это ужас-ужас, когда испанское руководство стало предпринимать некоторые шаги для, ну, такую реформу небольшую в тарификации электрической энергии провела, и тут хопа, кризис. И они спешно то НДС стали сокращать, то еще какие-то налоги, которые у них платятся с каждого киловатт-часа, стали сокращать. Не помогло, цена все равно росла, но тем не менее они чего-то пытались сделать. Так вот удобно совпало. Только вы реформируете тарификацию, тут же у вас начинают расти цены. Ну, совпало так получилось. Не только у них цены росли, в Европе вообще в целом цены выросли. И с этим надо было что-то делать. Люди возмущались, люди говорили, ай-яй-яй, как же так? Людям объясняли, ну это, рыночек порешал. Ну это это как бы в начале энергетического кризиса такая мысль звучала. До февраля 2022 года. Потом стали говорить, ну, это Россия виновата, это вот до этого был какой-то кризис, а вот теперь прям энергетический кризис после февраля 2022 года. Это вот Россия виновата в том, что ты платишь много и бла-бла-бла. То есть есть ответ на некий запрос в обществе, и ответ этот: ребята, мы будем работать над тем, чтобы вы получили положительный ответ на ваш вопрос. Вот другого ответа у нас для вас нет. Снизить цены? Так погодите, а как мы их снизим, если у нас цены привязаны к биржевым котировкам? Биржевые котировки лежат в основе, в принципе, ценообразования, они являются фундаментом нашего
рынка, энергетических рынков, то есть электроэнергия, газ, любой, ну, там, не знаю, выбросы СО2, которые тоже относятся, по сути, косвенным образом к энергетике. В общем, вот это вот все, ну, на биржу, рынок и так решает. Поэтому мы можем сделать что-то, что должно снизить цены, но мы не гарантируем. Ну, потому что это ж не от нас зависит. Это, кстати, вообще удобная позиция, если вдуматься. Когда вы все выносите на биржевое ценообразование, вы потом можете сказать, ну, ребят, это биржи манипулируют. Да, для начала вы говорите, ребят, ну, все нормально, это рынок. Цена может падать, может расти. В среднем, правда, она все равно будет расти, но это не важно. Вот. Потом вы будете говорить, ну, это, понимаете, неблагоприятное стечение обстоятельств. Потом вы найдете виноватого в этом неблагоприятном стечении обстоятельств. Потом скажете, что этот виноватый манипулировал рынками. Потом, когда уже объяснять, что этот виноватый манипулирует рынками, станет невозможно, потому что вы от этого виноватого в значительной степени избавились, и объяснять, как именно он манипулирует рынками, станет физически невозможно. Вот тогда уже придется просто говорить о том, что, ну, мы будем работать над тем, чтобы цены снизились. Вот, инструменты у нас прекрасные. Те же, что были до этого, и которые, как вы понимаете, не сработали. Возобновляемая энергетика, да, возобновляемая энергетика. Атомная энергетика, вот, кстати, да, если атомной энергетики станет больше, то все станет хорошо. При наших ценах на кап-затраты при строительстве атомных электростанций, при средних сроках окупаемости, да, цены снизятся обязательно. Это совершенно точно так и будет. Ну и потом мы избавимся от российских энергоносителей. Прям будем стремиться от них избавиться. Вы уже избавились от угля, вы уже избавились в значительной степени от нефти, вы уже в значительной степени избавились от газа. Не то, чтобы про газ вы какие-то постановления выпускали, не то чтобы вы специально от него избавлялись. От газа вы органическим путем избавлялись. Просто у вас упало потребление, и закупки снизились. Ну, плюс еще тут потом взорвали газопроводы какие-то, но это ладно, это отдельная история. Вот. Помогло? Нет. Кстати, как на этом фоне выглядит текущая ситуация? Вот смотрите, сейчас цены на газ в Европе $600 за 1000 кубов, а Россия представлена в минимальных объемах на рынке Европейского Союза. И все прям друзья Урсулы фон дер Ляйен радуются, что вот, доля России сократилась в 4 раза относительно максимальных показателей за такой-то период времени. Вот, видите, доля России сократилась. А вы же до этого говорили, что цены росли, потому что Россия манипулировала рынками. У меня вопрос. А сейчас они что растут? То есть у меня-то есть ответ. И он универсальный. Он объясняет и прошлый рост, и позапрошлое падение, и текущий рост цен. Он все объясняет. Но он вам не нравится. Вот это объяснение вам не нравится, потому что если принять это объяснение, то выяснится, что вы в течение 16 уже почти что лет, то есть 2009 года, когда начались реформы в области европейской энергетики, занимались какой-то фигней, снижали энергобезопасность региона, увеличивали различные риски негативных процессов, которые будут неизбежно бить по потребителям, создавали условия для непрерывного роста цен, притом ускоренными темпами, то есть выше инфляции. Вот так выяснится. А потом надо будет, если это выяснится, что-то с этим делать. Например, отказываться от дурацких реформ, кстати, на которые у нас в Российской Федерации смотрели и говорили: какие мудрые реформы, какие хорошие реформы, вот бы нам так. Да, дорогие друзья, вот бы нам так. И что бы тогда было с нашей энергетикой, с нашими потребителями, с нашей промышленностью, с нашим населением? В условиях, когда у нас потребление энергоносителей немножечко больше на душу населения и больше связано с витальным, если угодно, фактором, то есть с фактором, который, ну, у нас выживание зависит, чисто физически выживание зависит от наличия энергоносителей. Если у вас не будет тепло хотя бы пару дней зимой, то ваше здоровье будет портиться. А может быть, оно испортится настолько сильно, что ай-яй-яй будет полный. Может такое быть? Может. И речь не только о людях старшего поколения, по которым любые подобного рода
перепады, ну, бьют сильно, это скажется на всех абсолютно, потому что, знаете, какой бы молодой организм у вас не был, но если на улице минус 10, а у вас в квартире нет отопления, то ай-яй-яй. Вот. То есть у нас смотрели на эти реформы. И неплохо было бы, если бы из текущего кризиса делались правильные выводы. У нас. У них, ладно, бог с ним. Там Урсула фон дер Ляйен, у нее прекрасные компетенции, как мы уже заметили, в управлении Европейским Союзом. Он процветает, индекс промышленного производства падает. Но это хорошо. Это значит, что меньше вот эти отвратительные промышленные предприятия чадят. Поэтому как бы выбросы СО2 снижаются. А в принципе загрязнение окружающей среды сокращается ускоренными темпами, между прочим. Да, инфляция растет, да, безработица как-то, но в целом-то картина прекрасна. Природе становится лучше, планета в порядке, это людям, как говорил классик американской сатиры. Не надо писать в комментариях, что конкретно он говорил, просто произнесите про себя и все. В комментариях можете написать что-нибудь более приятное. Вот, дорогие друзья, можете имя, фамилию этого классика американской сатиры написать. А наиболее погруженные в тему могут еще написать, в каком конкретно концерте это было сказано. И в каком году. Да, на Геоэнергетике Инфо вам дают еще домашние задания, не связанные с тематикой энергетики. Так вот, возвращаемся. То есть было бы неплохо, если бы у нас сделали выводы из того, к чему приводит подобного рода реформирование, какие негативные процессы начинаются на рынке, притом это же не вопрос, будет или не будет, проскочим, не проскочим, это вопрос времени. То есть негативный процесс такого рода, он будет, риск вот этот реализуется в любом случае. Вопрос только когда? Нету вопроса, реализуется или нет, есть вопрос, когда реализуется. Посмотрите, пожалуйста, на происходящее сейчас. Сделайте выводы, универсальные выводы сделайте. А не как Урсула фон дер Ляйен, у которой, во второй половине 2021 года как бы кризис, но не кризис. Потом кризис 2022 года из-за России. Но цены, правда, на энергоносители почему-то высокие и в Европе, не только в Европе, но и в Азии, и в Соединенных Штатах. Но в Европе цены высокие, потому что Россия манипулировала рынками. А почему в других местах высокие цены? Это по каким-то другим причинам. А в 2023 году мы вышли из кризиса, но как бы не вышли из кризиса. В 2024 году уж точно вышли из кризиса. Не вышли из кризиса. Нужно искать универсальный принцип, дорогие друзья. И делать выводы тоже универсальные желательно. Возвращаясь к Урсуле фон дер Ляйен, я замечу, что еще в середине десятых годов, когда там пошли разговоры в Евросоюзе, в смысле, о том, что надо избавляться от зависимости от России, такие разговоры шли и раньше, но наиболее громко они к середине десятых стали звучать, потому что там упали поставки газа из России, и у некоторых головокружение от успехов началось в стиле: Россия просто теперь меньше нам поставляет, еще чуть-чуть поднажмем, и нам вообще не нужен будет газ. Многие просто забыли, что поставки газа из России уже падали, не до текущих уровней, безусловно, но падали. И многие пророчили, что все, поставок больше не будет, у нас разорваны отношения навеки вечные, Европа отказывается от российского газа, переходит на возобновляемую энергетику. И в Европе тогда, начали говорить, возобновляемая энергетика, давайте вкладывать деньги, давайте к тарифам на шлепки, чтобы обеспечивать рентабельность этой самой возобновляемой энергетики и все такое прочее. Так вот, тогда об этом говорили, что, мол, надо избавляться от России и переходить на возобновляемые источники. Но я, например, тогда писал статьи, анализировал эту ситуацию и, в общем, простой вывод сделал, как бы один из выводов, которые из этого всего делались, что зависимость от России, видимо, нужно заменить на зависимость от Китая. Потому что зависимость от российского газа будет меняться на зависимость от китайских солнечных панелей и ветроэнергетических установок. А еще от аккумуляторов. И как это неудивительно, вы представляете? В начале 20-х годов, к середине 20-х годов, точнее будет сказать, в Евросоюзе заговорили: ой, вы знаете, а у нас тут засилие китайской продукции. Надо с этой китайской продукцией что-то делать. А к чему я это? К тому, что, какой я молодец, я все это, прозрел, предвидел. Нет, на мой взгляд, это довольно банальный вывод, который
сам собой напрашивался. То есть, если я сделал этот вывод, я думаю, любой мог сделать этот вывод, кто хоть немножко в эту историю погружался. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика. Инфосылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для всех желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра», если можно, подпишитесь, а также на телеграм-канал «Инфотек». Ну, а если вы еще и на спонсор или Бусти, тоже «Нефтегазовая игра», подпишитесь. Ну, это будет вообще восхитительно. Большое спасибо заранее. На сегодня все. Всего хорошего.